Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости моего канала. Я рада приветствовать вас. Здесь живут необыкновенные истории и сказки, в которых всегда есть место чудесам, волшебству и капельке шалости. Сегодня я расскажу вам историю, как панда, мишка бурый, Фоксик и зайчик путешествовали на облачке. Так что усаживайтесь поудобней, а я начинаю. Когда малыши вернулись домой после своих приключений, они уютно устроились и спали, каждый в своем домике. Панда-толстяк свернулся клубочком в своей бамбуковой клетке, не выпуская из лап эвкалиптовую веточку. Мишка бурый мирно сопел в своей берлоге с мамой-медведицей. Лисенок Фоксик со своими братьями и сестричкой прижался к своим родителям и сладко спал в лисьей норе. А зайчик-добряк прижался к маме-зайчихе и сопел своим розовым носиком. Всем снился сон, будто они играют на своей любимой поляне. Их веселый смех звенел до самых верхушек деревьев. Даже солнечные зайчики плясали вместе с ними. И вдруг с неба спустилось мягкое пушистое облачко. Оно коснулось их лапок и, словно приглашая, шепнуло: «Садитесь скорей на меня, я покажу вам мир с высоты птичьего полета». Малыши, недолго думая, прыгнули на облачко и полетели. Они парили над лесом и смотрели вниз. Пролетали над ручейком, который казался серебряной ниточкой. Потом облачко пронесло их над большим зоопарком. И там, прямо на солнце, лежал пузом кверху большой-большой панда, старый приятель толстяка, который мирно похрапывал от удовольствия. Панда-толстяк закричал: «Эй, дружище, поднимайся! Смотри, мы летим на облачке!» Это было самое удивительное путешествие на свете. Облако понесло их дальше. Под ними раскинулись поля, цветущие леса, реки, искрящиеся на солнце. Мелькали деревенские домики, как из сказок. Мишка бурый, прижав лапы к щекам, шептал: «Как красиво! Я бы здесь жил!» Фоксик заерзал на месте, прищурил глаза и воскликнул: «А вон там, кажется, это тот дом, в котором живет добрая девочка!» Панда, хлопнув себя по животу, закричал: «Земляничная поляна! Снижаемся! Кто первый, того и ягода!» А зайчик-добряк, улыбаясь, спросил: «А морковное поле кто-нибудь видит?» И тут облако сказала: «Я знаю, куда вас вести, доверьтесь мне». Оно сделало маленький вираж, и малыши увидели перед собой огромный сказочный замок, который сверкал золотыми шпилями. Облако тихо опустилось ниже, и малыши услышали, как кто-то ласково говорит: «Эй, путешественники,
спускайтесь! Не желаете заглянуть в замок сновидений?» Малыши скатились с облачка, весело помчались по радужной дорожке, ведущей прямо к воротам замка. Панда, облизываясь, во сне шепнул: «А там есть сочные эвкалиптовые листья?» Фоксик зашевелился, ему почему-то стало очень тесно. Он перевернулся на другой бок и снова заснул. Мишка Бурый облизывал свою лапу во сне. Ему снилось, что он из бочонка черпает мед. И только зайчик-добряк во сне смотрел на далекий горизонт и думал: сколько еще чудес ждет нас впереди. Им было весело вместе. Потом они оказались внутри этого замка, где для панды-толстяка была приготовлена кроватка из бамбука. Мишка Бурый попал в хранилище, где было огромное количество бочек с медом. Лисенок оказался на цветочной поляне, где летали бабочки и стрекозы, и он охотился на грызуна. А зайчик-добряк очутился в огороде, полным морковки, капусты и сочного салата. Панда, наевшись сочных листьев, свернулся клубком на мягкой подстилке из бамбука. Мишка Бурый растянулся возле бочонка с медом. Лисенок устроился на просторной поляне, но почему-то ему все равно было тесно. А зайчик, налюбовавшись закатом, заснул прямо посреди грядок салата и морковки. Им всем снился один и тот же чудесный сон, а облачко, улетая, прошептало им: «Пусть всегда рядом с вами будут сказки и мечты». Когда на следующий день малыши встретились, они улыбнулись друг другу и, не говоря ни слова, поняли, что их связывает не только дружба, но и волшебные сны, в которых они тоже вместе. Панда-толстяк лежал на спине под теплым солнышком. Одной лапой он гладил свой сытый живот, а другой, держа веточку эвкалипта, обмахивал себя. Мишка Бурый учился выкапывать себе берлогу и обкладывал ее ветками. Лисенок Фоксик кружился вокруг всех, ловил бабочек и гонялся за стрекозой. А зайчик-добряк плел венок из ромашек и тихонько напевал добрую песенку для всех. Наигравшись вдоволь, они вместе бежали домой, улыбаясь солнышку. Конец истории. Мои дорогие друзья, эту историю я написала после того, как связала всех этих зверушек своими руками. Потом долго смотрела на них, и у меня в голове появилась история. Вот ее я вам и прочитала. А какая она, это вам решать. Подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, и мы с вами встретимся в следующей истории. Я всегда жду вас.